Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас подкаст новый с Платоном Силаевым и телемост между Сан-Франциско и Санкт-Петербургом. Мы отмечали в прошлом году 150-летие Сергея Васильевича Рахманинова. Ну и как мы могли обойти эту дату такого прекрасного композитора? Поэтому мы сегодня пригласили студента консерватории в Санкт-Петербурге. Это Платона Силаева. Пожалуйста, Платон. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я бы, наверное, хотел сказать, что в прошлом году весь музыкальный мир, театральный мир праздновал 150-летие Рахманинова. Вот, везде были фестивали, были конкурсы, потому что этот композитор очень много значит для русской музыки и вообще для мировой музыки. Об этом мы подробно как раз сегодня поговорим. Как он повлиял на это все. Например, вот в этом году празднует свой юбилей Николай Андреевич Римский-Корсаков, один из участников «Могучей кучки». И истории «Могучей кучки» и Рахманинова тоже переплетаются. У Рахманинова достаточно интересная биография. Человек вундеркинд, это человек, который, ну, это настоящий гений, который, наверное, это один из тех гениев, который ближе всего к нашему времени, потому что он еще жил во время начала Второй мировой войны и даже спустя 7 месяцев после начала Второй мировой войны продолжал писать музыку. Сергей Васильевич Рахманинов родился в Новгородской губернии в дворянской семье. У него была музыкальная семья. Его дедушка был музыкантом, у него была мама, которая закончила консерваторию как пианистка. Но она играла для себя, то есть карьеру она не строила. И его папа тоже музицировал. Семья у Рахманинова была такая, что брак его родителей можно, наверное, сейчас назвать, что он был по расчету, потому что предание жены мужа, то есть родители Рахманинова, составляло целых 5 имений. Но, к сожалению, отец Рахманинова, он был достаточно... Обеспеченным человеком, да? Ну, нет, обеспеченным человеком он стал как раз после того, как женился, потому что приданная невесты составляла целых 5 имений. Отец Рахманинова был очень азартным человеком. Он любил гулять, он любил выпивать, он любил там азартные игры. Как, не знаю, наверное, в опере «Пиковая дама» Чайковского, как Герман, можно сказать, что он проиграл все 5 имений. И когда вот проигрывалось уже 5-е имение, выставлялось на торги, брак в семье распался. То есть Рахманинов, он остался только с мамой. Нужно сказать, что мама с детства... Он был единственным сыном, да? Он единственным ребенком был в семье. Да, нужно сказать, что у Рахманинова были яркие музыкальные способности с детства, и нужно понимать, в какое время они росли, в какое время рос Рахманинов. То есть, условно, у нас сейчас есть люди, у которых есть, там, не знаю, 5 домов, 5 квартир, дорогие машины и все остальное. Но тогда дворянская семья, это были бесконечные уроки фортепиано, это были буквально театральные постановки прямо дома. То есть даже царская семья, то есть Романовы, они дома у себя в Зимнем дворце ставили спектакли, где участвовала вся вот семья. То есть это было такое сообщество, где очень ярко любили, почитали музыку, разбирались в этом всем. Ну и, соответственно, вся музыка того времени, все оперы, они тоже писались для этой публики, потому что обычные люди не имели возможности это послушать, потому что никаких звукозаписывающих устройств тогда тоже не существовало. Соответственно, музыка, ну, вообще считалась достаточно привилегированным искусством.
Я слышала, что Рахманинова с детства уже водили в церковь, что он слушал церковную музыку. Да, это другая часть немного, это уже больше относится к его религии, к православию. Да, действительно, у Рахманинова была бабушка, она была очень православной, и Рахманинов с детства ходил на службы, ходил на литургии, там Рождество, Пасха, все вот эти службы в церквях с этими мотивами, и это очень ярко отражается на его творчестве. Мы сегодня об этом тоже поговорим, я об этом всем расскажу. Более того, одно из, можно сказать, церковных произведений Рахманинова я сам исполнял. Слышим Платона Силаева. Дирижировать хором консорта Гамаюн будет художественный руководитель Вера Сласная. Когда отец Рахманинова, ну, можно сказать, ушел из семьи, он остался только с матерью. К тому моменту мать уже поняла выдающиеся способности Рахманинова, Сергея, соответственно, наняла ему учителя по фортепиано. До этого его мама сама его обучала. И Рахманинов был настолько талантлив, что уже к тому времени он смог поступить. Тогда это называлось консерваторией, но сейчас мы бы сказали подготовительное отделение консерватории, там условно лицей, музыкальная школа для одаренных детей с огромным конкурсом. Он туда поступает, но у Рахманинова была, так сказать, наверное, ахиллесова пята гения, что уже там в таком возрасте, как 10 лет, он понимал, что он чем-то отличается от сверстников. И на очень многие предметы он не обращал должного внимания. Грубо говоря, он действительно прогуливал эту подготовительную консерваторию, опережал своих сверстников, но на занятия не ходил. И в любом случае где-то все-таки там мог что-то и не сдать, потому что не хватало академических часов. И, соответственно, случается так, что Рахманинова из подготовительного отделения Петербургской консерватории отчисляют. Вот, но несмотря на это, именно в юношеские годы, оказывается, Рахманин до 19 лет он уже прославился в консерватории как юный молодой гений. Он же Да, в написал... другой консерватории. Ага. Это да, мы говорили про Санкт-Петербург. А Вот, вот, все это. То есть дорогие родился он в Новгородской губернии, потом его семья переехала в Петербург, и потом как раз Рахманинов, когда его отчислили из подготовительной консерватории, семья Рахманинова, его мама, и он, ну, его мама решает перебраться в Москву. У его мамы, как, наверное, у любого дворянина того века, было очень много связей. И один из таких связей, это был один из композиторов, который решил дать рекомендацию, что Рахманинову стоит поступить в пансион Зверева. Зверев это вообще такой очень известный педагог, русский пианист. И у него был свой пансион, где была очень строгая дисциплина. То есть Рахманинов в детстве туда, в Москве уже, поступает, и буквально по 6 часов в день он там учит произведения, играет на фортепиано. Как я уже сказал, там была очень строгая дисциплина, то есть все встают в одно время, все ложатся в одно время. Там был очень хороший образовательный уклон, то есть Зверев, который вот, это был его пансион, он регулярно водил всех своих учеников
в музеи, в театры, на оперы. То есть, Там и что опять же, есть сейчас, в данное время. Вот вы видите, да, дорогие друзья, Платон является студентом консерватории. Насколько он любит классиков. Смотрите, с каким пристрастием сейчас рассказывает о Рахманинове Платон. Он гений, на самом деле, музыкальный гений Рахманинов. Поэтому, пожалуйста, ага, Зверев– это его педагог, первый педагог, так скажем, да, в его жизни. ну, не считая, наверное, педагогов в подготовительной консерватории в Петербурге, наверное, да. Ну, этот человек, опять же, дал Рахманинову такую базу, которую у нас ну, не все получают, заканчивая магистерское отделение консерватории. То есть там уже в 28 лет. Ну, действительно, это было другое время, и, как я уже сказал, с детства это приручалось регулярно оперы, театры, музеи, история, музыка, фортепиано. Как бы мы не забываем, что Рахманинов, он был гениальным еще и пианистом, то есть не только композитором, но и пианистом. Он Как же он потом дирижером. и дирижером он был. Ну вот, больше всего он прославился как композитор и пианист. Сейчас немного интересный факт, немного затронем уже его биографию чуть позже. В американском журнале появилась фотография Рахманинова в ресторане, где он вот так лицо загораживает. Это был курьезный случай, что при приезде в США Рахманинов постоянно бегал от папарацци. Он очень уставал от этого, они не давали ему покоя, свободной жизни. Он много об этом писал, он много писал про то, что вот как раз скучает по... Мы разберем, почему он уехал, мы разберем, что ему не понравилось в российской власти, мы разберем, почему ему в том числе и США тоже было не очень близко, все-таки имение у него было не в России и не в США, мы тоже все это разберем. Но, в общем, так случилось, что в журнале появляется фотография Рахманинова вот такая, с подписью «Руки», которые стоят $1 000 000. И у Рахманинова анатомически были действительно очень, очень большие руки, очень длинные пальцы. При игре на рояле одной рукой Рахманинов мог охватить до дюжины белых клавиш. То есть 12 белых клавиш. Это не октава. Октава это получается у нас 8 белых клавиш. Это у нас 12. И действительно, например, юные пианисты, которые в детстве, как я, например, я в детстве был, ну, на фортепиано играл очень много. Когда ты берешь за Рахманинова, некоторые вещи действительно написаны, ну вот, под его руки. То есть это неудобно играть на обычных руках, надо там как-то вот так переносить руки, скрещивать. Но вот это позволяло Рахманинову освоить тоже, ну, его анатомический склад рук, освоить виртуозную технику. У Рахманинова не только это было, да, таким исключительным свойством, но еще и то, что он мог соединить западноевропейскую музыку с ближневосточной. И это мы видим в песне, ярко видим в песне «Не пой, красавица, при мне», да? Да, «Не пой, красавица, при мне» — это романс, который он посвятил своей жене. Его жена — это, по-моему, троюродная его, по-моему, сестра. В общем, там что-то такое было. Да, «Не пой, красавица, при мне» — это вот романс, который он посвятил ей. Это один из самых популярнейших вообще русских романсов в мире. Даже имение, которое Рахманинов потом себе построил, он его назвал «Синар». Напоминают мне другую жизнь. Сергей Рахманинов и Наталья Сатина. Это два слова соединенные, да? Да, да. Сенар. Ага. Вот, но вернемся в пансионат Зверева, в котором обучался Рахманинов. Сам Зверев, это, как я уже сказал, пианист и педагог. Преподавать у него получалось лучше. То есть вот есть люди, у которых там условно, например, сам Рахманинов был ужасным педагогом. Но это правда. Он сам говорил, что он там мог как на своих учеников злиться за то, что они не понимают какие-то вещи, которые он там в свое время схватывал на лету. Но при этом, как пианист и композитор, Рахманинов был прекрасный. В то же время Зверев был не самым гениальным пианистом, но потрясающим педагогом, который смог организовать вот такой
пансион. Сам он родился тоже в аристократической семье, он учился в Московском университете. Вообще он изначально изучал физику, математику, но параллельно тогда еще брал уроки фортепиано тоже у композитора Александра Ивановича Дебюка. В пансионате Зверева Рахманинова натаскивали на поступление в Московскую консерваторию. Ну, все это тоже было взаимосвязано, то есть можно было сказать, что пансионат Зверева это уже тогда была часть Московской консерватории, подготовительного отделения. То есть тогда по-другому все эти термины назывались. И Рахманинов прекрасно поступает в Московскую консерваторию, с отличием ее заканчивает и пишет потрясающую оперу «Олег». Это, наверное, его самая популярная опера. Опер Рахманинов написал не так много. Эту оперу хвалил даже Чайковский. И Чайковский говорил, что он поможет ее поставить. Рахманинову. Рахманинову тогда был 21 год, по-моему, как мне. К сожалению, по обстоятельствам происходит так, что Чайковский умирает, так сказать, не дождавшись постановки оперы «Олега». И Рахманинов берется писать свой первый концерт с оркестром. Для любого композитора это как, не знаю, аттестат зрелости. То есть вот такое первое серьезное произведение, как экзамен, как отсеивание. То есть когда ты уже прошел огонь, воды, и вот тебе там осталось пройти медные трубы. Это был первый фортепианный концерт, ну, первая симфония. Эта симфония прозвучала в Петербурге. Ее все композиторы, все музыканты встретили огромной критикой. У меня тут многое записано, ну, потому что я цитаты наизусть все не помню. В том числе, я сначала сказал про Римского-Корсакова. Римский-Корсаков, он был в составе «Могучей кучки». Содружество композиторов, вот там я на моем канале тоже рассказывал. В этой «Могучей кучке» был такой композитор, как Тюи. У него есть очень известный романс на стихи Пушкина «Царскосельская статуя», которая вот стоит под Петербургом. В общем, Тюи написал, ссылаясь после впечатлений прослушивания первой симфонии Рахманинова: если бы в аду была консерватория, то он бы, Рахманинов, блестяще выполнил свою задачу и привел бы в восторг обитателей ада. Первая симфония у Рахманинова очень сильно провалилась, и впоследствии Рахманинов сам писал, она была не полностью готова, что она была сырая, и что Рахманинов в голове у Рахманинова она звучала по-другому, нежели уже в исполнении. Это событие повлекло за собой глубочайшие переживания Сергея Рахманинова, и он впадает в глубочайшую депрессию. На самом деле у него был ярко выраженный синдром самозванца, то есть это когда человек в своей профессии постоянно в себе сомневается. То есть человек уже может там достигнуть больших высот, уже получать одобрение. Но он все равно будет говорить, вот знаете, я не умею писать музыку, я вообще никто, я сапожник. И Рахманинов действительно уже на своих концертах в США, уже после депрессии, он иногда говорил такие вещи, что типа, что я не музыкант, что я просто сапожник. И это было сказано не для какой-то, не знаю, нарциссической похвалы, что похвалите меня, что я молодец, а действительно это был человек, который очень глубоко переживал все переживания. Главной причиной для его депрессии как раз стала вот эта вот критика, столкновение с первой такой жесткой неудачей. Плюс к тому времени уже начинался нестабильный климат в стране. То есть до революции 17 года у нас еще далеко, но надо помнить, что начало 20 века для Российской империи было очень тяжелое. Это русско-японская война, которую развязала царская семья, все возможные тоже революции еще до 17 года. Страну постоянно толкало в разные стороны. И у меня был край родной, прекрасен он, там ель качалась надо мной. Вот был сон.
ему тогда было 21 год, когда он, значит, не совсем удачно произошел этот случай. Ну, 20, ближе уже к 22. В голове у меня, к сожалению, плохо с точными, наверное, датами. Представляю, молодой человек, 21-22 года, получает такую критику, притом с уст такого большого композитора, да? Да, да, конечно, это же не только Тюи был. Его раскритиковали все. То есть просто, ну, очень известная цитата, вот это Тюи, что если бы в аду была консерватория, то он бы... Тоже, Димаша тоже очень сильно критиковали именно в этом возрасте, 21 год, что у него, что он поет, пищит, что он кричит и так далее и тому подобное. Ну, это касается всех, это было всегда, это будет всегда, и это всегда есть. Но Рахманинова это сильно выбило из колеи. Более того, к нему приходил сам Лев Николаевич Толстой. Он читал ему стихи, он читал ему произведения, и это ему не помогало. И единственное, что помогло Рахманинову выйти из депрессии, как ни парадоксально и странно, наверное, это бы не звучало, это гипноз. У меня тут еще выписано много интересных фактов. Я, если что, иногда буду подглядывать в телефон. Тут очень много информации. У Сергея Рахманинова был талисман, который ему прислал Николай Даль. Именно Николай Даль помогал Рахманинову избавиться от неврологических проблем, депрессии и лечил его, а потом увлекся оккультизмом. И есть доказательства, что когда Рахманинов потерял талисман, который ему подарил Николай Даль, то Николай Даль успокоил его и прислал новый. То есть действительно такой психотерапевт, гипнолог регулярно приходил к Рахманинову, и вот действительно, знаете, как в фильмах, вот с такой штукой, которая крутится, Как правильно. да, он говорил, что вы напишете второе произведение, оно встретит там восторг, у вас все получится. И это действительно было правда, и Рахманинов так вышел из депрессии. Что я еще, наверное, забыл сказать, то, что у Рахманинова действительно все было не очень хорошо с ментальным здоровьем. Он буквально выходил из дома только чтобы, там, не знаю, поесть и заработать хоть какие-то деньги, как репетитор по фортепиано, как педагог. Но, как я уже ранее сказал, как педагог Рахманинов плохо себя показал, потому что не мог понять, почему его ученики не могут понять вещи, которые он сам понимал очень быстро и схватывал на лету. Рахманинов выходит из депрессии и пишет второй фортепианный концерт. И второй фортепианный концерт — это, наверное, одно из великих произведений на нашей планете Земля, которая вообще существует. Особенно его вторая часть. Во второй части фортепианного концерта, второго концерта, там есть все. То есть, если включить эту музыку, надеть наушники и закрыть глаза, пролетает вся жизнь перед глазами. Там есть и моменты самой искренней радости и счастья, которые пролетают перед глазами, и моменты глубочайших неудач, то есть его депрессии, и как это все перекликается, как перекликается фортепиано с оркестром, с духовыми, со скрипками, как это все создано. Я больше, как вокалист, слушаю музыку, где есть вокал, я не всегда слушаю именно инструментальную музыку, оркестровую, но это мое самое любимое произведение из оркестровых. Да, вот То как есть, вы сказали, оно очень актуально, особенно в сегодняшние дни в России. Вот да, сегодня объявлен траур, надо сказать, что именно сегодня вот по обстоятельствам так сложилось, что мы именно сегодня пишем передачу, сегодня объявлен официально траур по жертвам теракта в России. Мы соболезнуем да. россиянам
Я вообще хочу сказать, что всегда на первом месте по подпискам у меня на канале это был российский зритель. Поэтому я вас благодарю, российский зритель, за это и соболезную вместе с вами, друзья мои. Спасибо. Я тоже искренне соболезную. И то, что, ну, произошло позавчера, это, конечно, ну, это страшно. Страшно становится жить, что такое может происходить вообще. Ну, вы, наверное, переживали с музыкой Рахманинова, да? Вот вы сейчас так проникновенно рассказываете про Рахманинова. Да, потому что, ну, когда это произошло, я был на работе, и я тогда еще не знал, то есть я не всегда успеваю читать новости. Я иду с работы домой, ну, в телефоне сижу, я открываю это, и, я не знаю. Вот, я надеваю наушники, включаю классическую музыку. Ну, сначала это был не Рахманинов, а потом как раз я включил, ну, второй концерт, потому что какая-то странная буря эмоций накатила, когда и слез нет, и какое-то вот бессилие. И на самом деле вот, в том числе и оркестровая музыка, и Рахманинов, такие жизненные моменты, они, к сожалению, происходят в наше время. И я еще поговорю о времени, в которое жил Рахманинов. И если вот такая сразу затворка, все было так же. То есть всегда мир шатало, особенно в Российской империи, Рахманинов. И вот вы читали «Дядю Ваню» Чехова? Ну, честно говоря, нет, не читала. Чехова Да. много читала в школе, в школьной Да, программе. я очень рекомендую вообще, ну и всем, кто нас посмотрит, почитать это произведение в оригинале, не в кратком содержании, потому что оно очень связано с Рахманиновым. Дядя Ваня, я не буду сейчас спойлерить, но это история о том, как люди, они ожидают чего-то, они надеются, они думают, что будет лучше. Они пытаются суетиться, они пытаются в очень сложных реалиях и ограниченных ресурсах что-то построить и сделать, но не приходят к своему счастью. И там есть такие строки, которые впоследствии Рахманинов положил их на музыку. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем. И там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько. И Бог сжалится над нами. И мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную. Мы обрадуемся, и наше счастье оглянется с умилением, с улыбкой, и мы отдохнем. Я верую, дядя, верую горячо, страстно. Мы отдохнем. Мы услышим ангелов. Мы увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежную, сладкую, как ласка. Я верую, верую, мы отдохнем, мы отдохнем. Эти строки писал Чехов, произведение «Дядя Ваня», и впоследствии эти строки Рахманинов положил на свой потрясающий, гениальнейший романс «Мы отдохнем». Я верую, мы И если смотреть, как я уже сказал, биографию Рахманинова, человека, который после 917 года сразу эмигрировал из России, который был, ну, совершенно против Октябрьской революции,
который был православным человеком. А при Советском Союзе, естественно, любая религия, все отрицалось. А, И даже там, когда Рахманинов уехал, он не нашел счастья. Он постоянно тосковал по родине. Эмигрировав из России, он напишет всего лишь 6 произведений, из которых 4 он начнет писать еще в России. То есть, и при том, что у него была потрясающая карьера на Западе. Как я уже говорил, его руки там писали в журналах, руки, которые стоят $1 000 000. Это были... Он когда гастролировал по США, он с собой возил 2 рояля. 2 рояля Steinway. Steinway — это вообще одна из... Ну, это самые дорогие рояли в мире. То есть вот как некоторые там, не знаю, группы возят там запасную гитару, а Рахманинов вот возит с собой дополнительный рояль. Рояль, то есть, ну, как выглядит рояль, то есть он там не в одну квартиру, в мало какую квартиру влезет. Но все равно, то есть, вот эта вот его душа, которая очень скучала по России, скучала по всей его молодости, его интеллигенции, где он вырос. Потому что, опять же, власть строила козни такому... То есть советская власть, она полностью отменила Рахманинова. Говорили, что он там фашист. Я не преувеличиваю, такое писали. Говорили, что он там адепт Запада, что он там вот православный. Ужасные вещи писали, говорили. При том, что у самого Рахманинова в его произведениях это вот как раз такой, вот, наверное, можно выразить так, композитор-патриот. То есть в его произведениях настолько слышно вот эту, что ли, русскую душу, все вот эти русские народные мотивы. А у него же очень много вообще русских таких песен и украинских песен. Да, я хочу сказать, что, конечно, немалую долю, вот если возвращаться к православию, в творчестве Рахманинова как раз занимает православная литургия. У него очень много произведений церковных. Это и колокола, и это его самое последнее произведение «Симфонические танцы». То есть Рахманинов спустя 9 месяцев после начала Второй мировой войны напишет «Симфонические танцы», где есть там тема плясок смерти, тема судного дня из протестантской литургии. В общем, такой судный день. Но заканчивается все на мажорном аккорде. И, кстати, такой интересный факт, что это все совпадает с окончанием того, как Булгаков напишет «Мастер и Маргарита». А «Мастер и Маргарита» вообще считается такой демоническое произведение, потому что актеры, которые у нас там в советском кинематографе снимались в «Мастере и Маргарите», какая-то у них была всегда очень интересная, а иногда и страшная судьба. Это как, ну, в общем, ну и сам финал «Мастера и Маргариты», где там Москва горит. В общем, все это было закончено. И «Симфонические танцы» Рахманинова, такое православное произведение, церковное скорее, и «Мастер и Маргарита» в один год. Да, нужно сказать, что у Рахманинова было очень много произведений на церковную тематику. Одно из них я пел. Это «Всеночное бдение». Это хоровое произведение. То есть там нет оркестра, там нет аккомпанемента, там только хор. Оно состоит из 15 номеров. Его исполняют очень часто на службах, то есть пасхальные службы, Рождество, обычные службы там по воскресеньям. И там я пел второй номер. Он называется «Благослови душе моя Господа». Он, ну, я вам пришлю, вы можете вставить. Я его пел на фестивале «Роза Хутор Классика». Как раз в прошлом году, когда было
когда был юбилей Рахманинова. Что нужно еще сказать? Рахманинов, безусловно, повлиял не только на классическую музыку. Как на классическую музыку он повлиял? Что в любой консерватории или музыкальной школе, в любом, не знаю, городе мира, вот если вы сейчас пойдете в музыкальную школу, скорее всего, там в программе будет стоять Рахманинов. Это Почему? раз. Почему? Потому что его фортепианные произведения очень развивают технику. То есть у пианистов, условно, пианист в идеале должен быть как Рахманинов. У него должна быть идеальная техника, но также он должен играть с душой. То есть, например, вот у нас в России есть прекрасный пианист Мацуев. Вот я думаю, вы слышали. Потрясающая техника, беглость. Смотришь, как он играет, ощущение, что просто это какой-то инопланетянин. Но очень многие его, например, критикуют за отсутствие души. То есть техника прекрасная, беглость рук прекрасная, но слушаешь и не чувствуешь какую-то отдачу в этой музыке. А музыка Рахманинова, она одновременно развивает эти два направления. Это раз. И два, конечно же, Рахманинов очень сильно повлиял на мир эстрадной музыки. Есть певец Фредди Меркьюри, я думаю, все его знают, группа Queen. И когда Фредди Меркьюри ушел из Queen, был такой этап, есть прекрасный фильм, значит, «Богемная рапсодия», вот, как раз про Фредди Меркьюри. Когда он ушел в свободное плавание, вообще он очень мечтал популяризировать оперу. То есть сам он был рок-музыкантом, все знают его песни наизусть, но он очень любил оперу. Я думаю, очень многие знают такую оперную певицу, как Монсеррат Кабалье. Это очень известная певица, она, к сожалению, буквально недавно, в прошлом десятилетии умерла. Они с Фредди Меркьюри записали альбом «Барселона». Фредди Меркьюри, когда он ушел из Queen, он очень хотел популяризовать оперную музыку. Появилась возможность у него записать целый альбом с оперной певицей Монсеррат Кабалье. Альбом, который они вместе записали, называется «Барселона». Это родной город Монсеррат Кабалье. И в этом альбоме, вот у меня даже открыт в телефоне, трек с названием Рахманинов Reverge, The Fallen Price. То есть это академическая оперная композиция, которая основывалась на сочинениях, в том числе и второй симфонии Рахманинова. То есть, как я уже сказал, Рахманинов повлиял не только на академическую музыку, классическую музыку, но также и на эстрадную музыку, на поп-музыку. И действительно, очень многие поп-исполнители, поп-композиторы используют те комбинации аккордов, мелодий, которые написал Рахманинов в своих произведениях. В том числе, кроме Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье, который в любом случае все равно это нужно относить к академической музыке, несмотря на то, что Фредди Меркьюри, там, он участник, вокалист группы Queen, которая, ну, как бы вообще не оперная музыка, а рок скорее. Также композиция All By Myself, которую, кстати, потрясающе исполнил Димаш, показав все свои вокальные данные, все возможности на высочайшем уровне и как раз проявив уважение, вот эту дань уважения Рахманинову, потому что в этой композиции используется лейтмотив вот всех романсов Рахманинова. Рахманинов написал больше, кстати, 80 романсов в разных опусах. Это и вот самые известные, которые я уже говорил, там «Мы отдохнем», «Не пой, красавица, при мне», «Сон». И действительно, мы видим положительную тенденцию, что даже в современной музыке, не в классической музыке, Рахманинов присутствует. Рахманинов оставляет свой свет, и Рахманинова почитают такие исполнители, как Димаш, то есть которые исполняют поп-музыку. When I was young, I'm never needing anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. All by myself. Don't wanna be all by
Вы знаете, я И хочу добавить, что вот о Рахманинове очень говорил хорошо Арно Бабаджанян. Он вообще говорил, что когда я исполняю свою музыку, такое ощущение, что я исполняю музыку Рахманинова. Просто он да, только был влюблен в Рахманинова не только как прекрасного композитора, но и прекрасного пианиста. Мы же знаем, что Арно Бабаджанян тоже был великолепным да. пианистом. Мгм. А Арно Бабаджанян, он в современный период времени награжден лучший композитор мира. Это было в Токио, если память если я не ошибаюсь, в 1973 году он был награжден. Вы знаете, вот даже вот эти прелюдии, я когда играю Рахманинова, вообще Рахманинова, мне такое впечатление, как будто я играю свою музыку. Вы знаете, я так их люблю. И вообще Рахманинов в моей жизни сыграл большую роль. И как в становлении, и как пианиста, и как композитора. Вот эта непосредственность, глубина чувств. Потом какая-то... Вот у него какой-то мир другой, у Рахманинова, знаете, не понимаешь, вот какой-то другой мир. Вот попадаешь в этот волшебный мир его музыки. Это мне всегда прельщало в Рахманинове. Потом он потрясающий был пианист, в его записи я много раз слушал. Вот я всегда восторгался и удивлялся, как в одном человеке вот и такая гениальное композиторское умение, и такой потрясающий пианист. И действительно, ну, Рахманинов это сейчас культурный код. Я считаю, культурный код любого музыканта. То есть, ну, любому музыканту, который там исполняет все, что... Это может быть хоть джаз, хоть рок, хоть поп. Я считаю, что все музыканты, которые, ну, и действительно могут называть себя музыкантами с большой буквы, отдают дань уважения таким великим композиторам, как Рахманинов. Это культурный код, на котором мы все выросли, наш слух на этом растет. Как через вашу жизнь прошел Рахманинов? Вы стали изучать Рахманинова еще в школьные годы? Да, я помню, меня дали в музыкальную школу. Меня не взяли на вокал сразу, потому что в 2000-х во многих российских музыкальных школах не брали мальчиков на академический вокал, потому что голос ломается и якобы смысл заниматься. Но потом меня взяли. Соответственно, я как пианист где-то год я только на фортепиано играл. Но это еще было, когда я в детском саду играл. И я помню, что вот первое произведение, когда я пришел к педагогу, это вот был этюд Рахманинова. Ну, простенький как раз для детей. Но и я помню, что вот в кабинете фортепиано, когда вот я только зашел в музыкальную школу, вот первый раз в жизни, там, после детского сада, меня папа отводит в эту музыкальную школу, и я вижу там на стене в кабинете огромный портрет вот Рахманинова. Я еще тогда не знал, кто это. Я вот спрашиваю, а вот кто тут? И он был в самом центре, то есть рядом там был Римский-Корсаков, там был EQE, то есть, ну, условно, вся могучая кучка. И, естественно, да, это все повлияло очень сильно на мою жизнь. Вот. И впоследствии, когда я уже поступил в консерваторию, Рахманинов всегда со мной. То есть, что в прошлом году я пел «Все ночные бдения», солировал в Сочи, что в этом году я сейчас буду участвовать в конкурсе «Ин Рахманинов» в Петербурге. Вот, я уже прошел первый тур. Вот, и сейчас буду петь... Спасибо большое. Вот, буду петь второй тур. Там я как раз буду петь произведение Рахманинова «Мы отдохнем». И еще буду петь арию Генри Пёрселла, это британский композитор, «Music for a While». Тоже такая барочная, очень красивая ария на английском языке. На таком... А вот вы сказали только что у Рахманинова был такая очень активная концертная жизнь в Соединенных Штатах Америки. Вы могли бы сказать вот его жизнь в США? Да, Как- да, конечно.
На самом деле, вот его жизнь в США очень ярко можно рассказать, показав, каким Рахманинов был прежде всего человеком. Не композитором, не пианистом. Он был очень мягкий, он никогда не грубил людям. Когда он заселялся в отеле, он всегда просил, чтобы ему давали угловой номер. То есть, чтобы никому не мешать, чтобы не было соседей. Не потому, что он там какая-то звезда, а он был звездой, и он имел право там, не знаю, требовать все, что там, не знаю, душе угодно. Но он всегда старался не мешать людям. Иногда это доходило до крайностей. Вот, как я уже сказал, синдром самозванца, когда он мог просто в гримерке сказать: я никто, я не музыкант, я сапожник, я ничего не умею, я там ужасный композитор. Ну, Прямо он озвучивал это? Он да, говорил. то есть это все вот были, в том числе и отголоски вот этой десятилетней депрессии, которая у него была. Прежде всего в гастролях он действительно думал о людях. Он никогда не старался показать свой социальный статус. Он, ну, именно все, что касалось одежды, еды, он все делал очень скромно, как Хотя обычный у него человек. было несколько домов в США, да, он был очень достаточно богатый человек, можно сказать. У него были виллы в США. Ага. И одну из вилл он даже построил в Швейцарии, вы говорите. Да, вот это как раз вилла Синар, Сергей и Наталья Сатиных. Вот, и в этом особняке он полностью повторил участок, какой у него был в Новгородской губернии. То есть абсолютно точь-в-точь. Он пытался воссоздать на чужбине вот эту вот свою родину. Но, наверное, у него не получилось, потому что он постоянно тосковал по России, но и не мог вернуться, потому что, опять же, советская власть была полностью против него. Но даже тут, когда уже началась... Вообще он всегда был очень мирным человеком, он всегда был против войны. Еще живя в России, когда была Первая мировая война, он открыто заявлял о том, что это все бессмысленно, зачем что это все это происходит. И когда Вторая мировая война началась, и потом она перешла в Великую Отечественную, он всегда был на стороне Советского Союза. Несмотря на то, что можно сказать, что ну, Советский Союз к нему плохо относился, очень плохо. И он посылал огромные деньги в Москву. Многие писали, ну, он кормил Москву. Это, конечно, громко сказано, но из всех возможностей, которые у него были, со всех вот этих сумасшедших гастролей в США, огромную часть прибыли он посылал в качестве продуктов в Москву. И вот тоже у меня тут записано, я иногда подглядываю. После начала Великой Отечественной войны Рахманинов организовал в Нью-Йорке благотворительный концерт, и всю прибыль от которого он направил в СССР в качестве помощи. Ну вот он был очень, очень честным человеком. Я бы, наверное, так сказал. Горячо любит И свою родину, да, большой патриот. да, Люблю тебя, шепнула мне заря, и небо обхватив, зарделась, признаю я, и солнце луч природу озаряет. Соловей посылай, жгучие лобзай. День, как бы еще не доверяя осуществлению своих заветных грез,
Он любил свою родину, он не любил власть, он был против власти. Как вот я недаром в нашем подкасте сегодня очень много внимания уделил вот этому романсу «Мы отдохнем» и произведению «Дядя Ваня». Опять же, еще раз очень рекомендую к прочтению, потому что страшные события в истории повторяются, история циклична. И вот этот вот романс «Мы отдохнем», что, ну когда мы уже отдохнем от всех вот этих вот событий, которые буквально сотрясают наш земной шарик, которые мешают творить людям, которые мешают, которые портят судьбы гениев. Потому что, да, Рахманинов был успешный, у него были гастроли, но напоминаю, что на чужбине он написал, ну, можно сказать, 3 произведения. Одно из которых это его финальное пляски, симфонические танцы. Извините, а что вы можете сказать о происхождении фамилии Рахманинов? Ну, я знаю, что это дворянская фамилия, которая передалась, ну, это семейный род отца. Само слово Рахманинов, это же восточного происхождения, но если говорить более точно, наверное, арабского происхождения. Ну, я знаю, что, ну, Рахманинов это вообще русская дореформенная орфография Рахманинов. Вот, но, наверное, о происхождении, ну, я не лингвист, к сожалению, ну... Много именно очень споров по этому поводу. Кто-то говорит, что это фамилия, имя Рахман, это арабское происхождение, или это происхождение с языка хинди, то есть это индийского происхождения слова. Вы сказали, что Рахманинов имел 2 раза большую депрессию. Депрессия первая состоялась десятилетняя, это после первого его выступления неудачного, где была очень сильная критика в его адрес. И второй раз это уже в Соединенных Штатах Америки. Он 10 лет не писал произведения. Не совсем. Вот первая депрессия после неудачного сочинения, она продлилась почти 10 лет. А после эмиграции, ну, нельзя сказать, что он был именно в депрессии уже. Он просто очень сильно тосковал по родине. То есть, ну, когда он был в депрессии в Российской империи, он просто лежал, не знаю, на кровати, к нему ходил Толстой, читал стихи, и он буквально не мог встать. Выходил только, чтобы там заработать деньги, как репетитор, и там поесть. А за рубежом он все-таки гастролировал, он и перечислял огромные, ну, как меценат, огромные деньги там и в помощь Советскому Союзу. Но это не была депрессия, это скорее была вот такая тоска по родине. И, ну, американский менталитет ему был не очень близок. Он часто говорил, что, ну, это прямая цитата, он сказал, что это не страна, а психиатрическая больница, как-то он так сказал, выразился, ну, острое словцо у него было, ну, потому что действительно различные менталитеты были другие. Возможно, это проклятие русского народа, что у нас постоянно что-то вечно происходит, то революции, то какие-то ужасные происшествия, и это заставляет, наверное, творить те вещи, которые остаются в истории. Потому что за любым великим произведением, ну, условно, если бы у Рахманинова не было вот этой 10-летней депрессии, он бы не написал 2-й фортепианный концерт, мир бы его не увидел. Я понимаю, что история не терпит сослагательных наклонений, но в этом доля правды есть. Каждый русский гений, от Пушкина до Толстого, от Рахманинова до Римского-Корсакова и Чайковского, переживал эти все встречи и с властью, и об этом писал, об этом, там, не знаю, ну, со школьной литературы, там, Гоголь «Мертвые души». Почитать, сходить на спектакль. Тут не надо ничего, никакие новости смотреть, все будет понятно. Почитать вот это произведение. Или «Горе от ума», или послушать монолог Чацкого, монолог Чацкого из комедии «Горе от ума», а судьи кто? За древностью лет, свободной жизни, их вражда непримирима, суждения требуют из забытых газет. И да, поэтому в США он тосковал, ему не был близок этот менталитет. Ну, потому что, условно, наверное, в истории США, кроме вот этой гражданской войны, которая очень хорошо показана в фильме «Унесенные ветром», никаких таких глобальных потрясений именно, ну, по сравнению, опять же, Российской империи с историей там России не было. И, ну, это все складывается и на культурном коде, который выходит в менталитет, там другие люди. Не верь мне, друг, когда вы спите,
Антон, То нам есть, это очень интересно, потому что мы все тоже живем здесь, в США, и вот хотелось бы узнать, вот он жил в Нью-Йорке, и у него дом был в Нью-Йорке. Он любил Нью-Йорк за то, что он мог давать концерты свои в Нью-Йорке. Так и произошло, в принципе, с тем, что у него буквально были концерт за концертом, и он умер. Что интересно, он родился в марте месяце и умер в марте месяце. И притом смерть его была внезапной. Он даже не знал о том, что он болеет. У него была да, гепатонома, как у Майкла Джексона, да, в свое время. У Майкла Джексона тоже была эта болезнь, значит, но вот у него была очень сильная активная концертная программа у Сергея Рахманинова. он не щадил себя. На самом деле, тут я столкнулся с такой проблемой, что в разных источниках указано по-разному. И это, сказать, наверное, я сам сформировал свое мнение. В общем, Рахманинов переживал за свое здоровье, он всегда боялся за него, он там регулярно ходил на обследование. Но вот как раз, наверное, годы перед смертью он был очень увлечен концертной деятельностью, плюс Вторая мировая война, и тогда уже было не до здоровья, не доглядел. К сожалению, случилось. При жизни Рахманинова существовало две музыкальные школы. Это «Могучая кучка», там где Римский-Корсаков, Тюи, Балакирев, Мусорский и Чайковский. Чайковский — это была более европейская музыка. Если мы послушаем оперы Чайковского, они даже, вот я для себя такой термин выработал, более демократичны. То есть они такие более европейские, там больше уделено, если брать оперы Чайковского, там, например, «Пиковая дама», психологизма там очень много. То есть там условно вот этот Герман, который игроман, вот эта Лиза, которая его любит, а он выбирает эти карты, три карты, три карты, три карты. Питерская музыкальная школа, там, где Римский-Корсаков, «Могучая кучка», они больше почитали русские такие народные мотивы. И если мы послушаем оперы там Римского-Корсакова, его романсы, то там очень много народности. И вот это противостояние было всегда. Вот две разных публики друг друга постоянно недолюбливали, но им приходилось сотрудничать. А Рахманинов, он как бы в детстве поучился в Петербурге, а потом перебрался в Москву, где подружился с Чайковским. Опять же, вот первая симфония, которую раскритиковали все композиторы, она как раз была в очень европейском стиле. И в стиле вот Чайковского. Большая часть критики, она шла от «Могучей кучки», то есть приверженцев русской, русской народной музыкальной школы. То есть это же... Кто такие «Могучая кучка»? «Могучая кучка» — это по факту самоучки. То есть они просто... Там же кто там? Кто-то там был обычным химиком, кто-то был, не знаю, рыбу ловил. Я не помню, честно говоря. Вот. Но это музыканты-самоучки. В то время как, ну, условно, все равно в любом случае родоначальник русской оперной музыкальной школы — это Михаил Иванович Глинка. Бедный конь в поле пал, я бегом добежал, вот и царский двор. Здесь царица и царь, поспеши, государь, близко не други. Но кругом все молчит, монастырь крепко спит, достучусь ли я?
он ездил в Италию, он смотрел, как в Италии происходит обучение певцов оперному пению бельканто. То есть вот, ну, сейчас бельканто — это вот стандарт, мировой стандарт оперного пения. Конечно, сейчас его очень сложно достичь, потому что бельканто выстраивается годами. Это нельзя просто прийти в консерваторию в 20 лет и сразу петь, там, не знаю, какое-то сумасшедшее сложное произведение. Бельканто, оно строится в голосовых связках, что ты там первые годы ты поешь только вокализы. Ну, то есть просто на А, О, И, просто на гласные. Ты поешь без слов, ты поешь вот просто вокализы. Вокализы — это вообще очень важно. Вокализы апта, вокализы вокали. Вы хотели рассказать о его этапе, когда он пишет именно в музыку религиозного характера. Да, у него было, я уже сказал, много церковных произведений. Это колокола, это симфонические танцы, это всеночное бдение. И все это тоже шло из детства, потому что его бабушка постоянно водила его в церковь. Когда вот как раз была Вторая мировая война, вот эти симфонические танцы, он еще писал как вот этот страх. Страх от фашизма, страх от Германии, которая, ну, держала в страхе весь мир. И вот он написал это произведение «Судного дня». Но многие контртенора берутся, ну, в основном за всеночное бдение. То есть это вот у меня был урок с контртенором Андреем Немзером. Это санкт-петербургский контртенор. Он работает в Music Eterna. Он тоже пел в церкви всеночное бдение. Второй номер «Благослови, душа моя». Запись есть. И как я ее пел, тоже есть. Да, давайте послушаем ваши интересные факты. Да. У Рахманинова была удивительная память. Он мог сыграть сложнейшее произведение, услышав его до этого лишь один раз. Такая, это вот слуховая память, когда ты запоминаешь абсолютно каждое движение правой, левой руки, каждый штрих. И ну, я не представляю. Я не представляю, как это вообще возможно. Когда Рахманинова пригласили на свадьбу певца Федора Шаляпина, то на следующее утро после нее Рахманинов собрал людей и разбудил молодоженов, устроив им под окнами концерт на кастрюлях, сковородках и прочей утвари. Сам Шаляпин назвал тогда это хором. Композитор имел необычную ручку с 5 перьями. Он макал ее в чернила, затем проводил по бумаге, создавая тем самым нотоносец в один взмах руки. И в ранней молодости Рахманинов имел пышные волосы, но позже одна из его юношеских пассий сказала, что он лучше смотрится с короткой стрижкой. Так великий композитор стал избегать заросшего образа. Также есть версия, что на самом деле Сергей Васильевич страдал от редких волос, а укорачивание позволило ему замастеровать этот недуг. Скажу последнее, будущий композитор прогуливал уроки музыки. В 9 лет он поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории, вот об этом я тоже рассказывал, но учеба ему не нравилась, и юный Сережа прогуливал уроки. На семейном совете было решено отправить его учиться в Москву, в частный пансион педагога и профессора Николая Зверева, где он занимался с одаренными учениками при соблюдении строжайшей дисциплины. Настоятельно рекомендую всем зрителям ознакомиться с творчеством Рахманинова. В частности, обязательно это второй фортепианный концерт с оркестром, особенно его вторая часть «Аллегро состенута». И послушать романс «Мы отдохнем» в исполнении Рустама Иваева на стихи Чехова «Дядя Ваня». Но мы хотели бы поблагодарить Платона за очень интересный рассказ и за его одухотворенность вот, творчеством Рахманинова, его музыкой. Вы чувствуете, да, дорогие друзья, как молодежь России, вот, мы представляем Казахстан, я представляю Казахстан.
лице Платона он представляет Россию. Я диву даюсь, насколько российская молодежь любит свою музыку. Я просто аплодирую вам. Какой вы молодец. Вы достойный студент консерватории имени Римского-Корсакова. Такой композитор Римский-Корсаков. Но я думаю, что мы еще сделаем подкаст о нем отдельно. Да, я думаю, тоже обязательно надо, потому что юбилей в этом году нужно будет. Ну, тоже подготовлюсь, изучу много информации. Ну, я надеюсь, что я многое интересного рассказал. Конечно, ну, я не могу назвать себя там, наверное, музыкальным историком. Пока что не настолько у меня глубокие понятия, но я к этому стремлюсь и надеюсь, что вам понравилось. Но вы уже являетесь экспертом на нашем канале. Вы делаете уже много для нашего канала. Музыкальный эксперт, вы уже можете писать у себя где-то, если вы будете поступать после консерватории куда-либо. Можете уже смело писать, что был музыкальным экспертом на таком-то канале, где 60 тысяч подписчиков. Ну да. Вот, это уже Всё. сочтется вам. Да. Спасибо большое. Да, спасибо большое за возможность рассказать. Дорогие друзья, мы сегодня прикоснулись опять к такому возвышенному, к символу чистоты, я не знаю, творчества, музыкальной гениальности Сергея Васильевича Рахманинова. Друзья мои, пишите, пожалуйста, комментарии. Я представляю, сколько сейчас у вас эмоций после прослушанного. Пишите ваши комментарии, а мы будем еще и еще делать подкасты с Платоном. Хочу вас поблагодарить за то, что были вместе с нами на нашем канале. Дорогие друзья, еще хочу сказать, значит, мы сейчас сделали проект с Айданой Умаровой. Значит, если вы хотите покупать национальную одежду в казахском стиле, в других стилях, пожалуйста, по промокоду вам будет скидка 5%, промокод Димаш Сан-Франциско. Я сейчас вот напишу здесь на своем экране. Поэтому, пожалуйста, покупайте вещи у Айданы Умаровой. Спасибо вам большое, Платон. Всего хорошего, до свидания. Спасибо, до свидания.